студии «Вестника Кавказа» Владимир Евсеев, который буквально на днях вернулся из поездки по Ирану. Владимир, расскажите, пожалуйста, как обстоят дела в этой стране? Я был участником 21-й конференции по Персидскому заливу. В этот раз ее было решено проводить в городе Бандар-Аббас. До этого все конференции проходили в Тегеране. Могу сказать, Персидский залив совершенно по-другому ощущаешь в городе Бандар-Аббас, чем, например, в Тегеране. Потому что он рядом, его видно. У нас была морская экскурсия, мы были на острове Ормуз и на острове Кешм. Поэтому я посмотрел воочию, что это такое, видел иранские суда, которые стояли не потому, что они как бы что-то ждали. На самом деле они ждали уже второй год того, чтобы сняли ограничения на страхование грузов. И таких судов было достаточно много, это в глаза бросалось. Вообще, чем дальше от Тегерана, тем, мне кажется, недостаточная организация иранского общества лучше проявляется. В целом, что могу сказать, что удивительно, я рассчитывал, что будет много пропаганды. Будет обсуждение, как они называют, сионистского образования, то есть Израиля, будет это для обсуждения США. Вы знаете, этого не было. Обсуждались реальные проблемы Персидского залива, причем там они очень сильно чувствовались, что они рядом совершенно. Я понял, что в Иране есть сильные эксперты. Я не знаю, как это сказывается на принятии решений, но тем не менее такой рода эксперты есть. И что еще очень необычно. Я первый раз попал на конференцию, где присутствовали священнослужители. Для меня тоже это было необычно. Было у нас всего 3 человека таких. Но могу сказать, они были очень уважаемыми людьми. Один из них был послом, можете представить, в 6 государствах в Африке. То есть вот сейчас он священнослужитель. Представляете, какой у него уровень знаний. В целом могу сказать, что какой-то подавленности у иранцев нету. Ну, то есть, то вот эти вот постоянно вводимые санкции, они ощущаются внутри страны? Мы так мало знаем. Значит, вы знаете, я видел суда, которые стоят. Да. Причем эти суда стоят в Персидском заливе, а там климат теплый, если сказать более того. В таких условиях суда, если не плавают, они достаточно быстро выходят из строя, их надо менять. Вот это проблема, вот это ощутимо, что я видел. В то же время говорить, что иранцы подавлены санкциями, что как бы они только и ждут, когда бы их освободила Америка, например, или еще кто-либо, такого абсолютно нет. Мне приходилось общаться с молодежью иранской. Они достаточно спокойно относятся к исламу. Девушки молоденькие носят хиджабы, из этого никакие проблемы у них не возникает. Вот. Они, конечно, другие немножко, чем это другое поколение. Вы знаете, и потому что революцию все-таки делали в 1979 году, поколение сменилось, это очевидно совершенно. Вот. Но говорить о том, что они, например, выступают против вот этого наличия, положим, религиозного государства, да, исламского государства, такого нету. Вот. По-видимому, насколько я понимаю, все-таки общество достаточно стабильное. И рассчитывают на то, что это государство сдастся после введения очередных санкций, как, например, на это рассчитывают. Я думаю, что это неправильно. Но есть и другая сторона. Вы знаете, они такое ощущение сложилось, что они как-то религиозно верят, что обязательно Израиль исчезнет. Вот это у них такое, знаете, уже на уровне, как бы вот, может быть, к этому религия добавляется, да, но это вот они в это очень сильно верят, что Израиля не будет, США не будет, и им осталось как бы там, то есть они это переживут, и случится на их, вот, в то время, когда они живут. Знаете, это, конечно, было необычно для меня восприятие такого мира, потому что я думаю, что, по-видимому, они здесь завышают или ускоряют те процессы, которые там, наверное, идут. Иран в силу своей многотысячелетней истории воспринимает Америку как нечто сиюминутное, ведь если сравнивать историю Ирана и Америки, это просто вещи несопоставимые. Но если вот говорить о государстве, тоже с древней историей, которое находится рядом, это Сирия. Уже вот в течение 2 лет мы наблюдаем конфликт, который на данный момент находится просто в тупиковой ситуации. Я неоднократно слышала мнение экспертов о том, что дальнейшая эскалация сирийского конфликта может сказаться на соседях и на Иране, в частности. Вы разделяете эту точку зрения? Ситуация складывается для Башара Асада тяжело. И здесь я могу сказать, что есть и позитивные факторы, и негативные факторы, которые влияют на то, сможет он держать власть или нет. Потому что в качестве негативных факторов можно говорить о том, что в целом ситуация ухудшается. Во многом перекрыта граница между Сирией и Ираком, что затрудняет транспортировку топлива, а топливо нужно для войск, в первую очередь для танков и авиации, вооружений и приход, и приход пополнения, которое тоже оказывает поддержку со стороны шиитов иракских, имею в виду.
Кроме этого, ведь ситуация еще ухудшилась счет того, что значительная часть палестинцев перешла на сторону противника Башара Асада. Это произошло и в самой Сирии. Как вы помните, были бои на палестинских лагерях. И что плохо, что те палестинцы, которые перешли в Ливан, и те, которые там находились, они тоже в значительной степени поддерживают именно противника Башара Асада. И вот это последние бои, которые сейчас происходят, ведь люди пришли именно из Ливана. В Ливане в основном на Ливан сильное влияние оказывает Катар. Катар дает огромные деньги на то, чтобы сломить Башара Асада. И в Катар поступает огромное количество оружия, в частности из Ливии. Вот это один из каналов. Второй канал помощи боевикам оказывается со стороны Турции. Здесь работает Турция и Саудовская Аравия. В целом на территории Сирии сейчас есть три силы. Одна сила – это Сирийская свободная армия, она поддерживается Турцией. Потом есть салафитские группировки, которые поддерживаются со стороны Саудовской Аравии. И есть братья-мусульмане, которые поддерживают Катар. Но вы понимаете, между ними единства нет. И вот то, что нету между ними единства, это дает шанс Башару Асаду. Кроме этого, имеется техническое превосходство армии. Армия не сломлена. Она до сих пор ведет бои, уже третий год ведет бои с противником. И то, что армия в целом поддерживает Башара Асада, это, конечно, тоже создает ему шанс. Кроме этого, вы понимаете, Башару Асаду создает шанс еще один фактор, который называется время. Вот если Башар Асад сможет устоять, например, до лета, то вы знаете, противоречия между внешними игроками будут увеличиваться. Значительная часть населения сирийского не видит альтернативы Башару Асаду, потому что такой фигуры просто нет, и они очень боятся прихода исламистов, особенно все, что касается религиозных и национальных меньшинств. Хочу напомнить, что на территории Сирии проживают, если говорить о религиозных меньшинствах, не только курды, проживает достаточно много армян, черкесов, каких других. Среди религиозных это, конечно, и не только алавиты, но и друзы, христиане. В целом, если все суммировать, наверное, можно до 40% набрать. Вот. Наверное, не все поддерживают Башара Асада, но, во всяком случае, часть из них Башара Асада поддерживает. И это создает некоторую устойчивость режима, и плюс ко всему, до тех пор, пока его поддерживают внешние силы со стороны России, Ирана и Китая, у него шанс есть. Поэтому при благоприятном развитии событий Башар Асад может до конца этого года устоять. До конца этого года. Но это при благоприятных условиях. При негативных, наверное, его уход может быть раньше. Дальше 2013 года, конца я просто не могу прогнозировать, потому что это невозможно. И здесь какие возможны отрицательные факторы? Что может произойти в Сирии после ухода Башара Асада? Я думаю, что, по-видимому, может речь идти о распаде Сирии на несколько основных частей. В всяком случае, курды сейчас уже, по сути, де-факто независимы. Могут появиться какие-то алавитские части, например, Латаки, отделиться. Во всяком случае, Сирия может распасться, и возникнет нечто подобное, что мы сейчас видим в Ираке. То есть зона этой нестабильности будет расширена на Сирию. И вот смотрите, что здесь появляется. Во-первых, Ливан уже в войну, по сути дела, втянут. Потому что периодически возникают бои между шиитами и суннитами, и шиитами, например, и палестинцами на территории Ливана. Через Ливан дадут огромные потоки и оружия, и беженцев, и туда выводят раненых на лечение, именно боевиков. То есть, получается, Ливан уже активно в это дело вовлечен. Я думаю, что обязательно негативные последствия будут для Турции. По тем оценкам, которые имею, можно сказать, что приблизительно 25, может быть даже 27 миллионов турок, это треть населения страны, составляют курды и алавиты. Алавиты есть среди разных наций, поэтому это такая широкая достаточно категория людей. В всяком случае, если будут массовые истребления алавитов на территории Сирии, это может выплеснуться в серьезное недовольство со стороны Турции внутри самой Турции. Кроме этого, курдский фактор после появления де-факто независимых сирийских курдов может обостриться. Это в отношении Турции. По-видимому, в какой-то степени конфликт втянет будет и Иордания. Здесь непонятно как, потому что, во-первых, там много палестинцев, которые могут начать работать против власти, против Башара Асада. С другой стороны, возможно появление внутренней нестабильности. Но здесь, по-видимому, США сделают все, чтобы Иорданию сохранить, какую-то поддержать стабильность. Обязательно это традиция на Ираке. В частности, прогнозируют уже сейчас обострение суннитско-шиитского противостояния внутри Ирака именно в связи с Сирией. В отношении тех государств, которых это реально повлияет. Если говорить в отношении Ирана,
Я думаю, на Иран прямого влияния не будет, но, вы понимаете, Иран готов к любому развитию событий. Вот я могу четко вам сказать. И вплоть до того, что вариант ухода Башара Асада, вынужденный, например, не исключается. Поэтому, но Иран, как и Россия, постарается остаться в Сирии. Но что произойдет? Я думаю, что если Башар Асад уйдет в силу каких-то причин, в этом случае влияние и России, и Ирана сократится, это совершенно очевидно. Сейчас пока я не вижу обреченности ситуации, но я вижу, что она ухудшается в отношении Башара Асада. Кроме этого, ведь Иран воспринимает Сирию как передовой фронт борьбы, в первую очередь, с Израилем. И с этой точки зрения для него падение Башара Асада будет серьезным ударом, но я думаю, что он этот удар выдержит, если он произойдет. Но он сделает все, чтобы этого не произошло. С другой стороны, я не верю в то, что Иран ведет войска на территории Сирии, чтобы защитить Башара Асада. Я думаю, такого прямого ввода войск не будет. Россия тоже может пойти на ограниченный ввод войск, но только для спасения русскоязычного населения, для осуществления процесса эвакуации. Вот такое развитие событий возможно. К нему готовы и в Москве, и в Тегеране. Но все надеемся на то, что ситуация в какой-то степени стабилизируется.